Ты будешь внимательно слушать? Вот оттуда, да? Хорошо. Ложись там. А, тебе тоже игрушка нужна. Ну ладно, тогда ложись с игрушкой. Шанечка. Шаня. Замечательная игрушка у тебя. Ну хорошо. Добрый день, друзья! Давайте пересадим сегодня маленькую орхидею. Это мини-орхидея. И показывала я ее вам первый раз в начале октября. Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Вы мне подсказывали, как она называется. Точного названия я не нашла, но одно из названий звучало так: «Мамин поцелуй». Мне очень понравилось это название, я ее так и буду называть теперь. Но вы можете пройти, посмотреть это видео. У нее были проблемы и при покупке, и я сразу делала небольшую обработку Максимом, но не доставала ее. Оставила ее расти в ее родном торфяном стакане, поставила в другой горшок, и так она у меня и простояла все эти 4 месяца. Она отцвела, сбросила буквально пару бутончиков, но вот этот такой толстый жирный цветонос был, что все остальные бутоны она распустила. Ну и за 3 месяца, конечно, мини-орхидеи цветут не так долго, она отцвела. Но за это время посмотрите, какие она чудесные корни вырастила. И при покупке вот этот листик из точки роста был очень маленький, а сейчас и листик стал подрастать. Поэтому ее и нужно пересадить. Убираю торфяной стакан. Вот всегда обращаю ваше внимание, что торфяных стаканов может быть 2. Вот это внешний торфяной стакан. И когда его снимаю, появляется второй внутренний торфяной стакан, но он значительно меньше первого. Вот он. Вот так сажают орхидеи. Сначала вот в такой маленький торфяной стаканчик, потом оборачивают еще слоем. Вот так они и растут, так они к нам и попадают. Ну, давайте уберем оба торфяных стакана и посмотрим, какие корни были в этих 2 торфяных стаканах. И мешает ли жизни орхидеи торфяной стакан? Ну, наверное, видно, что совсем не мешает. Корни росли и там, и там. Даже если в первом торфяном стакане было настолько влажно, что какие-то корни, может быть, сгнили, в этом тоже нет ничего страшного. Так что торфяной стакан – это не самое большое зло, которое может приключиться с орхидеей. Смотрите, вот этот корешок белый полностью был закрыт торфом, поэтому он и остался белый. Но как только он начнет участвовать в фотосинтезе, он станет такой же, как все остальные корни. Ну, что-то сделала неаккуратно, или этот корень был настолько тонкий, что отломился. Но это тоже не страшно. Видите, сколько корней было в торфяном стаканчике, что внутренний торфяной стакан, его даже такой плотный, его даже убрать сложно. Ричи. Ричи, ты мешаешь. Мне ты точно мешаешь. Да, вот сидит
Вон Шаня сидит Шаня тихо, сидит тихонечко и смотрит. а ты чем-то недоволен. А ты прям как, вот не знаю, совсем недовольный. Вот тоже сядь спокойно и сиди, слушай. А сейчас мы с вами будем рассматривать корни. И я вам расскажу, что будет происходить именно с этими корнями. Дальше в любой посадке, посадите вы в керамзит или посадите вы орхидею в кору, все равно. Вот эти новые корни продолжат прекрасно расти. А вот эти желтые корни орхидея, скорее всего, очень быстро засушит. Но мы это не называем засушиванием. Я называю это сбросит эти корни, или будет такое впечатление, что в горшке эти корни гниющие. Но гниющие корни, они не заражают друг друга. Они тоже не мешают жизни орхидеи. А может быть, где-то даже и помогают. Вот сейчас я сняла старый веламен с внутреннего корня, и здесь остался тяж. Если бы этот тяж остался светлый, его можно было не убирать. Но так как он почернел, я его отрежу. А вот эти желтые корни, они практически закончили срок своей жизни. Но смотрите, даже от этого старого желтого корня начал расти молодой корень. И отрезать эти все корни тоже не нужно, потому что они очень даже могут пригодиться еще орхидеи. А потом при следующей пересадке, когда эти корни все сгниют, или пропадут, или высохнут, тогда при следующей пересадке я их убираю, а сейчас нужно оставить. Если вы помните, что я делала с этой орхидеей, но в видео тоже можно посмотреть, я очень небольшим количеством Максима обрабатывала черные части на шее орхидеи. Вот здесь даже где-то видно немножко этот Максим. Но здесь есть старые чешуйки от листиков, которые орхидея уже засушила. Но это фласочные листики, были маленькие совсем. Орхидея, конечно, от них избавляется в определенный момент своей жизни. И вот эти все чешуйки нужно убрать. А смотрите, здесь был еще один цветоносик. Но, видимо, его обрезал производитель. Потому что таким маленьким орхидейкам тоже не разрешают зацветать в очень молодом состоянии. А вот когда орхидея подрастает, тогда ей оставляют один самый сильный цветонос. И вот этот цветонос был уже очень сильный. Ну, сильный почему? Потому что, конечно, орхидею обрабатывают разнообразными стимуляторами для цветения. Я вам всегда показываю, что я промываю корни перед посадкой. А вот сегодня я хочу вам показать совершенно по-другому. Что можно делать и так. Корни сухие. И можно посадить орхидею и с сухими корнями. Очень часто рассказывают, что нужно посадить, и чтобы грунт был сухой, и корни были сухие, потому что мы могли там нанести какие-то повреждения корням. И орхидея должна пару дней приспособиться в своем новом грунте. Но из моей практики
могу вам сказать, что и так можно посадить орхидею. И не обязательно ее поливать после этого через 3 дня. Вот у меня на данный момент керамзит сухой. Я его очень давно промывала. И даже здесь есть на коробке конденсат. Но керамзит сам по себе сухой. Можно посадить и в сухой керамзит. Не забывайте, что мы подбираем горшок по размеру корней. Не нужно сажать вот такую маленькую орхидейку в огромный горшок, думая, что сейчас она очень быстро начнет растить корни, и корни начнут хорошо развиваться в этом горшке. Нет, этот горшок размером 0,6 литра. И посмотрите, прекрасно помещается, и орхидее будет очень комфортно растить корни в этом горшке. Так вот, сухой керамзит, сухие корни. Ставлю орхидею по центру горшка и насыпаю грунт. Мои постоянные зрители знают, что сейчас я использую для посадки еще один неорганический грунт – это циафлора. В циафлоре очень много нужных макро- и микроэлементов именно для жизни орхидей. Так вот, можно сразу насыпать столовую ложку циафлоры вот к этим корешочкам. Прямо взять столовую ложечку, но я, к сожалению, перед съемкой не промыла циафлору. Циафлору нужно обязательно промыть, потому что на ней много каменной пыли, которая будет осаждаться на велламине и закупоривать. Поэтому нужно промыть. Я это сделаю чуть позже и насыплю вот именно к этим корешкам маленьким, как можно ближе, потому что циафлора работает только рядом с корнями, когда корни с ней соприкасаются. Иначе, если она будет где-то внутри горшка, если корешок туда не дойдет, то циафлора будет бесполезна. Я ее промою и насыплю вот сюда, к этим корешкам, столовую ложку циафлоры. И когда же его теперь поливать? Да хоть сразу. Можно сразу полить, можно через день полить, но 3 дня держать в сухом состоянии орхидею, когда она привыкла к очень влагоемкому грунту, а влагоемкий грунт это у нас был торфяной стакан, то вот эти все танцы с бубнами для орхидеи не нужны. Но я промою циафлору, насыплю и потом все вместе полью. Поливать буду как всегда. Наливаю в двойной горшок воды и, отступая от верхней части грунта, примерно, ну, я считаю пальцами на 2 пальчика или приблизительно на 2-3 сантиметра. Оставляю на час-полтора, даже так у нас очень тепло в квартире, оставляю, чтобы все корни, весь велламин и вся паренхима наполнились водой, потом полностью сливаю эту воду, ставлю на то же место, где эта орхидея находилась до сих пор, на полке. И будем теперь ждать ее роста и нового цветения. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Эх, надо было сказать, что циафлора работает непосредственно в контакте с корнями. Так, Юля, уйди. Юля, уйди. Просто покажи вот так, что я засыпала.